Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Юля, я рада приветствовать вас на своем канале. Я очень надеюсь, что этот гаджет меня не подведет, потому что новый ракурс, как вы заметили, вы сейчас находитесь в моем уголочке, таком маленьком, одном из уголочков ведьмочек. Вот. И я очень надеюсь, что со звуком будет все good. Так, благодарю вас за лайки и комментарии, которые оставляете под моим видео. Благодарю за все, что делаете в сторону развития моего канала. И четко понимаю, что все, что вы отдаете, все вернется вам в разы больше. Я прошу об этом Вселенную. И еще не забуду упомянуть, что ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Главное, подписывайтесь на канал, потому что много людей проходят мимо, получив некую информацию, да, не подписываются на канал. Ну, смотрите, в любом случае, ваше, конечно же, дело, но я знаю, что, ну, возможно, для вас не нравится, да, мои видео, и я тоже это принимаю, это супер, это даже очень хорошо, я не могу нравиться всем абсолютно, потому что я немножечко так иногда бываю так, довольно прямолинейно, поэтому, ну, если вам так не нравится, то, естественно, я принимаю это. Я о другом, что если вы получили нужную информацию, отметьтесь как-то, потому что, ну, чтобы вы понимали, что, ну как, за что-то, да, то есть вы хоть как-то отдали, да, чтобы высшие силы как-то, не дай бог, не забрали у вас чем-то другим. Отдайте этот минимум, по крайней мере, лайк, либо комментарий, ну, что-то такое. Вот, но это не просьба, это абсолютно не просьба, это что-то такое, что во мне возникает теперь в начале видео, потому что, ну, перед тем, как начинаю что-то говорить по раскладу, возникает вот эта фраза, абсолютно не от меня, а потому что, чтобы как-то вас уберечь, ограничить от каких-то моментов, когда, получая что-то, да, нужно что-то отдать взамен. А тут, по крайней мере, ваше внимание, лайк, комментарий, ну, что-то в этом роде. Как хотите, но в любом случае, как хотите. В любом случае, я желаю каждому добра, счастья и любви. Вот как-то так. Вот. И очень-очень рада, что вот такие люди меня окружают. Так, опять у меня длинная прелюдия, но не без этого. Это мой канал. Как говорится, что хочу, то и делаю. Но нет, я работаю ради вас. Мне интересно, чтобы вы развивались и чтобы росло количество осознанных людей в этом мире. Моя задача такова. Окей, хорошо, посмотрим его мысли о вас в этот период, да, что там в мыслях, в действиях, что там, какое отношение сейчас по отношению к вам. Вы можете подумать об этом человеке, мы его сейчас разгадывать будем смотреть, Давайте смотреть, вот что у нас выходит. Так как это реверсивная колода, кто-то спрашивал, как называется, так и называется. Реверсивное таро, двустороннее таро. Очень интересная колода. Очень надеюсь, что вам все видно. Очень надеюсь. Так, верх колоды. Так как это реверсивная колода, смотрю вверх. Обязательно вверх. То есть некие энергии, да, которые сейчас присутствуют. Тут расстояние между людьми. Но, опять же, вы повернуты друг к другу лицом. Вы как будто бы, знаете, уловили то, что интересно ему, а он уловил то, что интересно вам. Вот такая тут ситуация. Вы повернуты. Вы понимаете, что вы друг дружечку повернуты кубками. Чашами любовными, вот так вот, на дне колоды. На дне колоды реверсивная сторона карты умеренность. Вы знаете как? Чувствами-то вы повернуты, вы нашли друг другу некий такой, знаете, ниточку. Тут даже не путь, ни в коем случае. Нет, тут что-то вы нашли друг другу, какую-то вот связочку друг с другом. Но все-таки, то есть чувственность, да, вот что-то у вас общее есть, но все-таки разница присутствует, разница в силе, возможно. Что-то здесь такое есть. Здесь вот реверсивная карта умеренность мне говорит о том, что чувства настолько скрываете друг от друга. То есть вы поняли, что он к вам что-то чувствует, вы поняли, что, вернее, и он понял, что вы к нему, и наоборот, да, обратное. То есть друг друга просканировали уже немножко, но все равно закрываетесь друг от друга. Закрываете свои чувства. Закрываете. Да, тут еще, да, вторая карта, тоже отвернутая, реверсивная карта жрицы.
Ну что ж, поехали. Посмотрим, что там сейчас с этим человеком делается. Новый путь он начинает, девушки. Новый путь после долгого момента ожидания. Но и этот путь не так уж и легок, потому что вас он держит в подвешенном состоянии. Сам завис и вас пытается подвесить. Знаете почему? Потому что вы ему представляете для него интерес, представляете для него какую-то ценность, которую хочется дождаться. Что-то между вами мешает вашим отношениям, да и плюс его закомплексованность в чем-то есть, да, какой-то комплекс есть, то есть, возможно, боязнь проявиться на полную катушку здесь присутствует. Поэтому подвешивается сам, да, то есть останавливается в развитии отношений. И вас, попытавшись зацепить на крючок, вот буквально так держит. Здесь уже вот как точно как продолжение предыдущего расклада. Ну, посмотрим, что там у него в чувствах, мыслях. Что ты чувствуешь к девушке этой? Что у человека сейчас по отношению к вам? Он хочет победить ситуацию, которая сложилась между вами. Он хочет, будто бы, знаете как, повернуть судьбу в сторону того, чтобы вот ему было максимально уютно в ваших отношениях. Пытается обойти острые углы, пытается как-то слукавить, что-то недорассказать. Ведет себя, ну, как какой-то, знаете, такой мелкий хищник. Вот мелкий хищник. Он будто бы и охотится на вас, но боится приблизиться, потому что вы для него очень крупная такая добыча. Очень крупная добыча. Но завоевать вас очень-очень хочется. А чем вы его так привлекаете, мне интересно? Буду смотреть дальше. Будем развивать события. Чем вы его так привлекаете, что вот вы крупная добыча ему кажетесь? Что вас так зацепило его? Ох ты. Ну, смотрите, вы маните, во-первых, своим... знаете как, он выстроил некий барьер между собой и вообще женским обществом. Да? То есть у него настолько четкая позиция, но у вас получается его как-то приманить. Во-первых, сексуальностью, во-вторых, вы какая-то очень интересная, загадочная, странная, реально странная. Будто вы и маните, и ставите блок тут же. Маните, опять ставите блок. Чем привлекли? 5 мечей, ну замечательно. Замечательно. Что это значит? Так, смотрите, парень любит какие-то острые ощущения, что ли, не знаю. Вы привлекаете его тем, что даете, балансируете. Вот как по лезвию бритвы он ходит. Он пытается понять вас, раскусить, чем вы привлекаете 5 мечей. Но не получается. Вы и стабильная, и нестабильная одновременно. То есть он вас не до конца еще раскусил. Вы будто бы, знаете как, выводите его из его 5 мечей. Тут карта 10 пентаклей, говорящая о том, что человек сейчас ищет в вас, вот знаете как, и какое-то физическое удовлетворение, но одновременно он присматривается к вам как к стабильной какой-то женщине. Как к стабильной женщине. Что в мыслях, чувствах сейчас? Так, знаете как, но он четко понимает, что что-то здесь такое в вас есть, что исправит его судьбу. И по сути судьба вот каким-то образом свела вас для того, ну да, чтобы он, во-первых, самый первый пункт, вы в его жизни, для чего, да, судьба свела вас не просто так, чтобы он наконец-то успокоил свои чувства. Там была какая-то боль, однозначно тут 3 мечей, и он прощается с этой 3 мечей. Он хоронит ее просто. Вот вам видно, я надеюсь. Похоронил и смотрит, так знаете, спокойно, благоговейно, даже с благодарностью на эту 3 мечей. Вы представляете, какой он вас видит?
тайна, покрытая каким-то, знаете, оболочкой еще какой-то тайны, знаете, вот какой-то ключик, который в яйце, яйцо в ларце, а ларец где-то очень-очень далеко спрятан. И вот этот ключик ему хочется достать, потому что с помощью такого ключа, как вы, он придет, обретет какую-то уверенность в себе, избавится от своих болей в сердце. Да и смотрите, карта судьбоносная какая, да? Здесь карта говорит о том, что страшный суд, да, что люди все-таки могут распрощаться со своим прошлым, переступить некоторый порог и возродиться. Вот будто заново возродиться. Здесь люди открыты друг перед другом. Они лишь только скрывают свою страсть друг к другу. Но она есть. Немножко стыдитесь вы друг друга. Ну, знаете, стыдитесь, что-то показывать, стыдитесь. Вот. Какие чувства, мысли. Но ему реально сложно показать его самого. Ну вот, что-то он скрывает от вас, знаете как. Что-то скрывает. А что же ты скрываешь? Сейчас разберем его по запчастям. Разберем, потом соберем. Еще детальки останутся. Посмотрим. И функционировать будет хорошо. Что ты скрываешь? Ну, во-первых, да, смотрите, что скрывает. Так, тут расстояние играет важную роль. Я вижу, если не физическое, ну, как мы любим тарологи говорить, да, ментальное, да, если не так, то так, ну, девчонки, принимайте как хотите. Но тут очень важную роль играет пока что расстояние. Но и он хотел бы плыть вместе с вами в одной лодочке, попробовать он бы хотел. То есть, когда оба не раскачивают лодку, да, насколько вы сможете с ним вот в этой гондоле буквально, да, проплыть океан. Это интересно. И смотрите, что скрывает? Скрывает свои чувства. Видите как? Тут даже вверху колоды чувственный наш рыцарь кубков, который несет этот свой кубок, такой красавчик на белом коне. Он скрывает свои чувства от вас. И то, что хотел бы все-таки поруководить вами, не так вами манипулировать, нет. Тут как бы, знаете, взять на себя роль ведущего в ваших отношениях. Но вы как путеводная звезда, как путеводитель такой, знаете, карта. Я карта. Но есть еще некий груз, который мешает, вот некий балласт, который мешает вашему движению. Балласт – это какие-то старые обиды от прошлых отношений. Что-то, что вам конкретно не нужно, но вы берете это с собой в дорогу, каждый из вас. Вы и он в эти отношения принесли что-то такое ненужное, что-то ненужное. Какие-то мечи с собой взяли из прошлого. Что скрывает? Ну, видите как? И страсть свою скрывает. Тут паж жезлов. Что скрывает? Что еще скрываешь? А то, что хотел бы все-таки, вот объяснение того, что он бы хотел к вам как-то направиться. Он скрывает дорогу к вам. Он скрывает дорогу к вам. А что ты хочешь, к ней приехать? Или вас позвать к себе, сказал он. У меня есть выбор. Интересно, что ты... Ну, или вообще не позвать, подождите. Что-то он такой... Ну, ему очень хочется, понимаете как? Он такой инфантильно пока по Луне воспринимает вообще все происходящее. Хотел бы, понимаете, вы уже показали, что там за пределами его комфорта есть что-то очень классное, что-то очень нежное, что-то, которое может подарить ему буквально все, в руках которой есть рог изобилия. А в этом роге изобилия сосредоточено очень многое для него. Что-то, что наполнит его, что-то, что даст ему счастье, а не просто девятку кубков, где ему вот и так хорошо, да, вот он стоит и смотрит. Вот он такой, сейчас, немножко отсвечивает, вижу. Да, то он видит вас вот такой вот, которая
манит его. Манит его. Окей. Еще посмотрим, что же там в мыслях, в чувствах. Ну, тут, знаете как, во-первых, человек пока еще не определился в своем пути, пока между вами есть некая преграда, но эти два человека взялись за руки и идут вот на этой карте, и, ну, не идут, да, но сделали какой-то первый шаг и присматриваются, как таковая гора существует еще, но они за руку идут, видите как. Здесь чем хороша эта карта, они прям отличаются друг от друга, но они за ручку идут. Так, опять отсвечивает. Но пути не видно, пока еще не видно пути. Надо с чем-то распрощаться, что-то сжечь, пойти на какой-то шаг. Знаете, шаг какой-то такой интересный, чтобы это было и искушение, и проверка. То есть тут вас будут проверять еще. Высшие силы вашу пару будут проверять. Вот эта вот информация такая идет. Чувства, мысли. Давайте смотреть, что там еще. Так, ну, во-первых, ему срочно нужно к вам бежать, но руки пока связаны. То есть он даже пока не видит, как это делать, спроможен только на то, что что-то сообщать вам, как-то писать, может звонить, посылать какие-то весточки. Но смотрите, у этой девушки, вот она, которая восьмерка мечей, да, которую мечами вот буквально оградили, это реверсивная карта, она сзади просто держит этот меч. То есть этот меч буквально повернуть, да, немножко поранится, но эти веревочки можно разрубить. Да и веревки какие-то слабые. И светло, очень хорошо. Никого рядышком нет плохого. Наоборот, орел, птичка, которая показывает, что даже путь может показать, верный указать в правильном направлении. Но, знаете как, эта птичка, она ведь может стать и хищной для вас. То есть, если вы будете медлить в таком... Он понимает даже сам, что если эти отношения вот так задержать в такой ситуации, да, то, во-первых, мечи поранят вас, ваши отношения. Во-вторых, эта птица будет рассматривать, которая вот вверху летит, да, орел или ястреб какой-то, ну, хищная птица, будет рассматривать вас как жертву, которая ничего не делает и может на вас напасть. Поэтому либо вы обстоятельства подчиняете себе, либо обстоятельства подчиняют вас себе. Что в чувствах, мыслях? Но он понимает, что нужно действовать. Тут восьмерка жезлов говорит об этом. Нужно действовать. Тем более прямая восьмерка – это скорость. Он понимает, что сейчас нужно события как-то ускорять. Надо ускорять. Угу. Человек все-таки думает о дороге к вам. Тут кораблик, тут четверка кубков, говорящая о том, что разочарования были, да, была какая-то такая боль, да, от утраты, что-то разбилось, где-то получил какую-то, возможно, рану душевную, кто-то его бросил, от чего-то он пришлось отказаться. Вот. Но здесь реверсивная карта показывает о том, что все-таки можно все исправить тем, что вы направитесь друг к другу. И он в чувствах у него именно то, что нужно к вам двигаться. Чувства, мысли. Ой. Так, ну тут кубки выпадают, чувства, мысли, я вижу, и карта силы реверсивная, там, где дьявол, да, искушает вас. Тут вам говорят о том, что ваши чувства к этому человеку и чувства его прежде, будут проверены высшими силами. Ну вот как-то так, насколько это возможно, да, потому что все равно будет вмешиваться дьявол для того, чтобы
проверить эти чувства. А каким образом? Мне прям интересно, вам, наверное, тоже, что значит вот вмешательство это, каким образом будет проверка это на прочность этих отношений. Так, во-первых, она уже проходит. Во-первых, это уже идет, потому что некая сложность в движении есть. То есть такой трудный, сложный путь. Но смотрите, здесь путь к дому. Здесь человек знает, куда он несет свой груз. Ему тяжело, он не может сбросить этот балласт, но он знает, куда он идет. Тут есть цель. Любовью будет проверка. То есть человек будет к вам проявлять столько чувств, сколько, насколько как бы вы заслуживаете, да? Тут девятка пентаклей говорит о том, что прекрасная женщина требует большего. Он видит вас настолько шикарной сейчас. Вот если у вас получится достойно показать себя при уже более таком глубоком контакте, да, когда вы сможете, когда вы будете, возможно, встречи будут, либо еще что-то. Вот таким образом будет и проверка. То есть насколько вы будете себя вот как-то показывать независимо, красиво, так знаете, когда вы будто бы и не нуждаетесь в мужчинах как таковых, но они возле вас вьются. Хорошо, с вашей стороны, что это за проверка такая вас? Проверка вас. Это как? Угу. Тут какая-то ситуация, которая будет требовать решения. Что-то по справедливости вы будете будто бы получать, но и справедливо должны будете это решить. Возможно, какой-то конфликт у вас возникнуть может на этапе решения вопроса соединения вас. А что это? Ну вот этот конфликт паж мечей. Вам нужно будет принимать какое-то его условие. Принимать или не принимать. Вот так, быть или не быть. Быть или не быть. Что это за условия? Ну тут вообще, возможно, не знаю, по карте мир это либо путешествие какое-то. Конфликт на фоне... Тут говорят, что все-таки разочарование поначалу будет какое-то. Но конфликт на фоне того, что здесь может играть роль расстояние между вами в определенный момент. Либо вы объединяетесь, либо вы сохраняете эту дистанцию. Тут как подсказка, карта справедливость говорит о том, что у вас получится, вот будто бы с закрытыми глазами решить этот вопрос. Вы поймете, что если даже вы и разочаруете человека своим отказом каким-то, может он, не знаю, может он вам предложит переезд, но я не могу сейчас судить, что может быть, потому что для каждого отыграется по-разному. Какое-то условие человек может поставить, то он все равно, тут говорят, видите как, по рыцарю кубков, тем более повернутому к нам лицом, говорят о том, что он все равно вас будет любить. То есть человек все равно к вам как-то настолько, что бы вы ни сказали, даже если вы разочаруете его, то надежда на его любовь тут есть. Ну что ж, в любом случае вы поступите правильно. Поступайте, значит, так, как вам нужно, так, как для вас это правильно. А что это может быть все-таки? И все-таки. Точка. Вы не захотите оставлять что-то. Что-то, может, то, что приносит вам доход, либо то, вашу стабильность какую-то, дом. Что-то вы не захотите оставить. Вы не захотите от чего-то отказаться. То, что вас делает самой для себя императрицей. То, что вас делает императрицей. То есть женщиной абсолютно самодостаточной, абсолютно спокойной и абсолютно полностью гармоничной во всем. Для каждого, наверное, будет проигрываться по-разному. Что это может быть? Ой, смотрите, вы можете отвернуться друг от друга, но смотрите, вас соединяет нечто общее.
Вас соединяет то, что вы, смотрите, пентаклевый король и королева мечей. Вы можете отвернуться в определенный момент друг от друга, но смотрите, между вами двойка кубков, которая говорит о том, что все-таки можно все восстановить. Тем более двойка кубков, очень интересная обратная сторона ее, которая говорит, что даже после того, как вы не поймете друг друга, вы найдете что-то общее. Туз кубков, да, виден на реверсивной карте, вот там вот между этими людьми. То есть начало, можно все возобновить. Ну, интересно, так с нами сегодня говорят, интересно. А кем ты ее видишь для себя вот на данный момент? Кем ты ее видишь для себя на данный момент? Кем? Пока что, девочки, пока что такое отстраненное его поведение. Кем видит? Отвернутой, равнодушной, та, которая в работе. Кем видит? Ну, смотрите, та, которая может завоевать, но не хочет. Вот так вот. У нее в руках есть что-то такое, чем она владеет, говорит он. Возможно, владеете его вниманием. Вы завладели его вниманием. Но пока не хотите делать действий. Либо не решаетесь. Вот такой он вас видит. Какой видит вас? Ну, пока отвернутая от него. Все отвернутая. Какой видит? Та, которая отвернулась, та, которая может, в принципе, дать себе раду, кажется, у нас. Дать такой отпор, если нужно. Если ее как-то попытаются обидеть, тут даже не надо обижать. И какой видит, ну, во-первых, наполненной, смотрите, это туз кубков, та, которая может его наполнить. Красивой девушкой, с которой можно писать картины, с которой, наверное, если был бы он художником, да, вот так он бы он хотел сказать, я бы писал с нее картины. Вот. Причем чувственные картины. Что чувствует? Сколько мы с вами сейчас? 27 минут. Что ты чувствуешь? Хорошо. Давайте спросим все-таки, кем он вас видит в будущем, вот именно будущее. Возможно, не сейчас он видит, но вот как подсказывает ему душа в будущем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, смотрите. Это шанс стать ему королем Пентаклевым. Пентаклевым королем. Кем видит вас в будущем, девочки? Туз кубков. Десятка кубков. И виднеется, опять же, туз кубков, да, то есть возрождение его как мужчину, который может любить, который может дать очень многое. То есть его возрождение. Какой видит вас в будущем? Та, которая сделает его шанс, такое жизненное счастье, да, которая сделает его счастливым человеком. А для него счастье, знаете что? Стабильность, устойчивость. Пентаклевый король, видите, красавчик. Ну, тут еще как муж может проигрываться. Ну, опять же, что для кого является стабильность, устойчивость? Кем он вас видит в будущем? Та, которая может дать ему счастье. Та, которая приведет его к стабильности. Видит вас с неким шансом, причем светлым, ярким, за которым нужно, который нужно ухватить, еще успеть, да, ведь он может и мимо пролететь, если пальцы сильно растопыривать. Слишком, да, сильно вот растопыривать свою пятерню. Вот, и много о себе мнить, то шанс можно упустить. Вот такие мы с вами, девочки, поэты здесь. Хорошо, хорошо. Я хочу посмотреть на все вопросы вот данной темы, он ответил. Мы еще много-много будем о нем смотреть, вы знаете, на других также мужчин. Но сейчас по отношению к этому мужчине я бы хотела спросить о сил, которые желают вам добра, что вам делать с ним? Вот что вам с ним делать? Давайте посмотрим. Что же вам с ним делать вообще?
Нужно ли как-то рассчитывать на него? Что вам с ним делать? Интересно поставила вопрос, но смотрите, будем сейчас читать. Что делать? О, видите как? Королева Пентаклей. Вы ему пара. Но тут отвернутая королева выпала. Вы отвернулись от него. Хо-хо. Так. Да, показывать готовность, одновременно отталкивать и манить. Что с ним делать? Королева Пентаклей все-таки это пара для короля Пентаклей. Поэтому высшие силы здесь сказали, что вы можете составить пару, если будете правильно себя подавать, правильно себя вести. Не нужно себя подавать на блюдечке, не нужно. Вы можете правильно себя показать. Тут даже, знаете, как держать свою собственную территорию под строжайшей обороной. Господи, карта падает и все. Строжайшая оборона. У вас в руках жезл, который будет отпирать все нападки, да, злопыхателей каких-то. Но я не думаю, что он там слишком злопыхать будет в вашу сторону. Здесь, скорее всего, говорят о том, что все, что вам не нравится, отталкивайте, удаляйте. Не нужно это вам. Что с ним делать? Рыцарь жезлов. Это действие. Это действие. Смотрите, какое действие. О, император выпал. Так, действие какое может быть? Держать его на расстоянии вытянутой руки. Смотрите, вот такое ваше действие. Вот что нам хотела сказать семерка жезлов. Да? Действуй, отталкивая. Действуй, отталкивая, говорят нам, и отворачиваясь. И здесь еще объясняющие такие арканы я достала. Два старших аркана и карта иллюзий. То есть вы можете человеку показать, что вы неравнодушны к нему, да, тут создавать, знаете, некое такое поле для его мечтаний, чтобы он в вас видел ту самую звезду и захотел быть вашим императором. Видите как? Звезда, она холодна, звезда, она уравновешена, она всегда чувствует сначала свою значимость, сначала свою звездность, и только потом каким-то образом отвечает вниманием на любому, да, тому же самому императору. Она все равно выше, она все равно значимей. Ну вот такие вот советы вы получили, девчонки мои. Хорошо, дорогие мои, мы ответили абсолютно на все вопросы данной темы. Он нам ответил. Я желаю вам, чтобы все самое лучшее вы приняли и реализовалось в ваших жизнях из этого расклада. Я буду прощаться с вами. Ставьте ваши лайки, ставьте комментарии. Подписывайтесь обязательно на этот канал. С нами будет очень интересно. Ценю каждого абсолютно и для каждого работаю. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.